Какую катушку выбрать для металлопоиска, для металлоискателя? Металлопоиском занимаюсь уже достаточно давно. Для этого у меня был заведен специальный блокнот, в который я записывал, какой катушкой, куда, зачем я поехал, какие значимые находки я сделал той или иной катушкой. И в Google Maps я забивал все точки, где я нашел какие-то значимые находки. Итак, штатная катушка. Да, металлоискатель Xterra 705, штатная катушка, 7,5 кГц, 10,5 дюймов. Этой катушкой я сделал 80% всех значимых находок, хотя использовал ее только в 20% случаев. Катушка универсальная, очень удобная, работать ей очень хорошо. Вес небольшой, то есть ходить с ней можно достаточно долго, то есть 3-4 часа не отрываясь. Что она находит? Находит практически все. Золото, серебро, но в основном эта катушка склоняется в сторону серебра, алюминия, дюраль. То есть немножко золота и вот в сторону серебро, дюраль и алюминий. Плюсы много, то есть она находит. То есть это поисковая катушка. Минус заключается у нее в том, что если вы видите, что вы нашли цель, и она находится здесь, это не факт, что она здесь будет находиться. Цель может находиться с краю. То есть вы выкапываете яму, цели нет. Надо пройтись по кромке ямы и обнаружите цель где-нибудь сбоку. То есть она может находить где-то ее сбоку. Это ее минус. Минус, наверное, единственный. Катушка удобная, ушки прочные. Сколько у меня уже лет катушки, наверное, лет 10 металлоискателю. Ничего не ломалось. Песок с пляжа еще остался. Отходив этой катушкой достаточное время. Чуть не забыл сказать, этой же катушкой я купил весь металлоискатель. То есть, когда я покупал металлоискатель, я уже знал, что и где я буду искать. В 1986 году в одной из воронок, оставленных после войны, были замечены катушки с немецким медным кабелем. Это было в 1986 году. И где-то в 2010 году я решил их найти. Я, конечно, не нашел ни эту яму, все было уже поросло, все занесло песком, то есть найти их было нереально. Территория была достаточно большая. Купил металлоискатель, и где-то за неделю я обнаружил этот кабель. Практически этим кабелем я металлоискатель весь и окупил. После этой катушки, когда я уже стал выходить, меня стали приглашать друзья, знакомые на свои участки, на огороды, какие-то места, что-либо поискать. А в тех местах что-либо поискать, это очень замусоренные места. То есть на замусоренных местах эта катушка, так скажем, она работает, но копать нужно будет все. Поэтому было принято решение, и я приобрел 9-дюймовую катушку компании MyLab с частотой 1875, вернее. Катушка очень хорошая, легкая, практичная. Разделение целей превосходное. То есть среди большого количества черного металла цветмет выцепляет очень хорошо. Использовал ее как снайперскую катушку. Плюсы все, как у штатной катушки. Плюс, если у нее цель находится в центре, значит вы ее выкопаете в центре. Это ее преимущество. Практически, если даже смотреть по глубине они цели поднимают одинаково. То есть, что это видит по глубине, что это видит по глубине. Недостаток — диаметр. Конечно, диаметр. Ей много не размахаешься, но она не для того предназначена. Это чисто для каких-то точечных целей на небольших территориях. То есть в лесу, среди кустов, камней. Катушка очень хорошая. А купил ли я ее? Я даже не знаю. Наверное, нет. То есть, выкопал я ей, конечно, очень много. Да, если эта катушка у нас, как я говорил, в сторону серебра, алюминия, туда вот чуть-чуть золото, серебро, алюминий, дюраль, то есть в сторону алюминия, то эта катушка медная. Меди я и выкопал очень много, то есть медные куски, медные провода, свинец даже попадался, оплетка. То есть люди,
кабель, оплетку свинцовую бросали в траншеи. То есть медь цепляет превосходно. То есть я ее называю медной катушкой. Очень хорошая медная катушка. Да, я ей, кстати, нашел, забыл, золотую цепочку нашел на пляже. Это единственное, что я нашел ей значимое. И то нашел ее по звуку, там дискриминация 6, кажется, была, я уже не помню точно. То есть звук был глухой, не как цветмет, серебряная цепочка, мелкие звенья. В основном я ее заметил за счет частоты 1775, за счет высокой частоты. То есть цепочка. Цепочка, грубо говоря, пол катушки я купил. То нашел тогда ее просто случайно. Когда я поработал с этими двумя катушками, как у человека, знаете, диаметр маленький диаметр, захотелось большего. Проснулись элементы жадности. То есть, думаю, если возьму 15-дюймовую катушку, это сколько лет было назад? Давно уже, лет 7, наверное, назад. Кстати, после покупки этой катушки я ушел окончательно на пляж. Стал заниматься чисто пляжным поиском. Ушел с полей, с огородов. Знакомые перестали приглашать. То есть я им все уже осмотрел. Я ушел на пляж. Как я называю эту катушку? Я ее называю бестолковкой. Это реально бестолковая катушка. Рассмотрим. Катушки большого диаметра. Да, это компания KLTech. 15 дюймов. Частота 7,5 кГц. Катушки большого диаметра предназначены для поиска крупных целей на большой глубине. Почему именно бестолковка? Мелкие цели видит плохо. То есть, если мы катушку чуть-чуть оторвем от земли, наклоним там на градусов 6-7, то практически она мелочь перестает видеть. Даже хуже видит, чем штатная катушка и катушка 9 дюймов. То есть ее нужно плотно прижимать к земле, но так как она тяжелая, то есть из-за веса, то есть так как она тяжелая, ей приходится немножко всегда поддергивать вверх, то есть чтобы она не ударилась, то есть как-то не повредить ее. Поэтому приподнимаешь, и мелкие цели она пропускает. Я даже проводил эксперимент, проходился с этой катушкой, потом проходился со штатной катушкой. Штатная катушка цепляла мелочи больше, чем 15-дюймовая катушка. Но есть у него очень интересное преимущество, что я заметил. Если есть ровная поверхность и замусоренный участок, у нее очень хорошее разделение целей. Она среди черного железа, если есть какой-то цветмет, она выцепляет четко. То есть сигнал цветмета идет превосходно от нее. Разделение целей у нее очень хорошее. Да, забыл сказать. У штатной катушки, если ей проходить среди мусора, галимого железа, попадается какой-то цветмет, разделение целей хуже. То есть начинает играть, в общем, звуки непонятные, сигналы непонятные. То есть непонятно, это или ржавая колючая проволока, или это какой-то цветной металл, лежит какая-то монета среди колючей проволоки и прочего железа. Она не разделяет. Эта катушка разделяет превосходно. Но когда ей ходишь, предположим, по пляжу, по каким-то местам, где тебе не нужно искать на большой глубине, приходится убирать чувствительность, то есть уменьшать искусственно глубину. Это я сделал после того, как я 10-й кусок железа выкопал с глубины в метр. После этого я ее назвал бестолковкой. Все знают, как выкапывать там, с метровой глубины кусок железа. И какое после этого у вас расстройство. Поэтому я ее назвал именно этим именем. Так катушка хорошая, предназначена для поиска крупных целей на большой глубине. После того, как я отходил с большой катушкой, намучился, да, если, предположим, я с этой, еще недостаток больших катушек, если с этой катушкой я могу ходить там 3-4 часа за раз по пляжу, с этой катушкой я максимум могу отходить полчаса, максимум час. Вес у нее, конечно, руки от нее отваливаются. Постоянно ее поддергиваешь, неудобно с ней ходить. Поэтому после этой катушки я обратно ушел работать на пляж со штатной катушкой. И в один прекрасный момент, но это еще не все, в один прекрасный день решил поинтересоваться, что еще есть
из металлоискателей, какие-то новинки. Я, наверное, не заходил, не интересовался металлоискателями, катушками после, сколько, лет, наверное, 5. Решил посмотреть, какие же есть новые металлоискатели, новые катушки, что-то приобрести. Но главная ориентировка была уже вес катушки или вес самого металлоискателя. Потому что с тяжелым ходить очень тяжело. Я наткнулся в интернете на катушку. Это не реклама, это факт. Катушка компании MD Region 12,5 дюймов. Взял частоту 1875, высокочастотную. Вес у этих катушек одинаковый. Преимущество. Диаметр. Я приобрел эту катушку и практически за первые же пару месяцев я ее купил. Понимаете, я лично был в шоке, когда я понял, что если бы 10 лет назад продавать металлоискатели с такими катушками, с таким весом, сколько бы я мог достать из земли. То есть большую роль сыграл вес. То есть с этой катушкой я могу ходить 3 часа не останавливаясь. Час перерыва и еще 3 часа. Итого я на пляже провожу 7 часов за раз. То есть катушка очень хорошая. Для пляжа ей просто нет цены. Именно из-за веса. Крепления очень жесткие. Катушка просто очень хорошая. Далее. Когда вы покупаете катушку для металлоискателя или просто металлоискатель, сразу приобретайте пинпоинтер. Сразу. Катушка работает в связке с пинпоинтером. Это увеличивает скорость прохода территории. Особенно по пляжу. Да и по полям, где угодно. Сейчас я вам покажу некоторые монеты, и вы в этом убедитесь. Вот видите, это всевозможная мелочь. Я отсюда не вижу. Но это так, это 10 пфенингов, это не считается. Вот монета это Ганзейского союза 1530 года. И вот еще всевозможная мелочь. Все это было найдено на пляже. И вот представляете, как я, после того, как я, вот эту монету, я по пляжу металлоискателем со штатной катушкой гонял, наверное, полчаса, искал. Я развернулся, когда я ее нашел, пошел, купил пинпоинтер. После этого дела пошли намного быстрее. И вот такую вот маленькую висюльку. Вы ее гонять по пляжу будете очень долго, если без пинпоинтера. Это как пример. Поэтому перед тем, как покупать новую катушку, сначала приобретайте хороший пинпоинтер. Сразу всевозможные крепления, ремни, все, что было у вас готово заранее. Итак, подведем итог. Сейчас у меня штатной катушкой является компания MD Region катушка 12,5 дюймов частотой 18,75 кГц. Штатная катушка пляж. Штатная катушка, которая идет с металлоискателем, она является универсальной. Потому что эти катушки вместе проектируют с блоком управления. То есть поэтому они в связке работают превосходно. Штатные катушки самые лучшие катушки. То есть если вы купили как хороший металлоискатель с хорошей катушкой, в принципе на этом можно и остановиться. Если вы собираетесь искать находки на замусоренных местах, на очень замусоренных местах, вам нужно четкое разделение целей, и вы никогда не торопитесь, лучше, конечно, приобретать катушку 9 дюймов. Меньшего диаметра покупать не стоит. Я пробовал меньшего диаметра, и маленькие совсем брал катушки у ребят. Этого не стоит. 9 дюймов, монокатушка, работает превосходно, как снайперская, выцепляет, разделяет цели, недостаток диаметра. Катушки большого диаметра предназначены для поиска крупных целей на большой глубине. Все. Больше они ни для чего не предназначены. Я это уже проверял. То есть на пляже ей делать нечего. Недостаток – вес.
конечно, у них самый большой недостаток у катушек 15 дюймов. То есть, когда вы ходите по пляжу, по какой-то территории, ищете, вы хотите добиться большей глубины. Но кроме большей глубины еще есть скорость прохождения участка, время, сколько вы будете искать. Если, предположим, вы отходите с катушкой 2 часа и устанете, или вы проходите со штатной катушкой 6 часов и устанете, это, конечно, большая разница. То есть для каждого случая предназначена определенная катушка. Но лучше всего, как я говорил в самом начале, это штатная катушка. Этой катушкой, я повторю, нашел 80% находок всех, использую в 20% случаев. Сейчас я ее заменил на другую штатную катушку. Надеюсь, что результаты будут лучше. Да, и не забывая про пинпоинтер. Пинпоинтер, то есть катушка без пинпоинтера практически теряет эффективность в несколько раз. В скорости прохода, в нахождении находок и так далее. Всем благодарю за внимание.